Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Когда Дилан входит в кабинет после того, что он услышал, Акиф уходит. Бэрон говорит Дилану сесть и просит его сесть. Затем он говорит: «Я заметил, что спина плюшевого мишки в комнате Мирана была разорвана, поэтому я позвонил Акифу». Когда Цеврия думает, что Джевдет ее удивил, ни Харун, ни Джевдет не продолжают ситуацию, чтобы не испортить ее. Но Харун очень расстроен этой ситуацией. Дилан беспокоится о других игрушках, если с ними что-то не так или они попытаются прийти снова. Когда он понимает, что баран не смотрит, он бросается в комнату Мирана, надеясь посмотреть, смогу ли я. Пока Бэрон бежит за ним, люди в особняке очень боятся, увидев его. Он считает, что опасения Дилана оправданы, и господин Кудрет говорит, что никто не должен вмешиваться. Когда Хасан звонит Джавахиру, Джавахир говорит ему: «Ты поместил его в нужное место, верно?» Он не двигался с утра. Хасан рассказывает ситуацию: «Я тоже звал его, они беспокоятся о ребенке». Дилан приходит в комнату Мирана и кричит: «Я не хочу ничего из этого, либо сожги это, либо выбрось. Если ты этого не сделаешь, я это сделаю». Бэрон пытается остановить его, но не может его остановить. Дилан: «Так не будет, я пойду поговорю с Шаиром», он не может при мне молчать, изо всех сил пытается оставить меня в покое. Баран удерживает его силой и мешает. Госпожа Азади расстраивается и говорит: «Боже мой, кто хочет убить Мирана?» Дилан громко плачет, когда Бэрон говорит Дилану, что тот, кто прокрался в наш дом, я найду его и призову к ответственности, но ты никогда не встретишься лицом к лицу с Шаиром. Когда Ясмин говорит: «Давайте съедим Пату», Харун хочет помешать им занять место, где находится кольцо. Ясмин говорит, что он очень сильно порезался, и вынимает нож из его руки. Пока Цеврия и Ясмин берут кусок торта и едят его, Харун и Джевдет наблюдают за ними. Пока они ищут кольцо, Ясмин говорит, что его для вас купил Цеврашум. Когда он дает кольцо Севрии, и она замечает, что на нем написано Уай и Аш, Ясмин расстраивается, берет кольцо в руку, и они с Харуном смотрят друг на друга. Дилан держит Мирана на руках и говорит: «Я всегда защищу тебя от всех, мама, я никогда не позволю тебе пострадать». Тем временем, когда Бэрон приходит к нему, Дилан говорит: «Я чувствую себя таким беспомощным, Бэрон, я ничего не могу сделать». Бэрон вытирает слезы Дилана, говоря: «Я обещаю, что сделаю все необходимое». Цеврия очень злится на Джевдета и злится на него. Цеврия не может замедлить ход, поворачивается к Ясмин и говорит: «Послушай, когда ты выходишь замуж, как видишь, любовь заканчивается и любви не остается». Когда Джевдет злится на свою речь, Цеврия злится еще больше и уходит из ресторана. Джевдет бежит за ним, чтобы простить себя. Когда Дилан не отходит от Мирана, к ней приходят госпожа Азади и Гуль. Мисс Азади подбадривает Дилан и говорит ей, что пока я жива, я не позволю им причинить вред ни вам, ни моему внуку. Гуль также говорит Дилану: «Не трать больше себя зря, все мобилизованы, они его найдут». Дилан говорит, что пока мы все вместе, никто не пострадает. Чтобы сменить тему, госпожа Азади говорит: «Я полюбила своего внука», и начинает любить Мирана. Когда Дилан укладывает Мирана спать, она говорит, что нет другого способа узнать, кто войдет в особняк. Когда Бэрон подходит к нему сзади и обнимает его, он спрашивает, как человек мог хотеть причинить вред такому невинному человеку. Бэрон обнимает Дилан и целует ее в лоб, говоря, что никто не может ему навредить. Разговаривая с Фератом Гюлем в постели, она спрашивает, как поживает Дилан, под влиянием того, что она услышала, и говорит: «Мне больше не кажется этот особняк безопасным. Я бы хотела, чтобы мы могли уйти отсюда». Когда Ферат спрашивает, почему вы так думаете, Гюль отвечает, что то же самое произойдет с нами завтра, когда у нас появятся дети. Когда Ферат спрашивает Гюля, не пора ли нам стать родителями, она говорит: «Давай будем Гулем, Ферат, пусть этот особняк наполнится детскими голосами», и они обнимаются.
Леди Азади с пистолетом в руке ищет шаги, которые слышит ночью. Господин Кудрет приходит и глубоко вздыхает, когда включает свет. Госпожа Азади очень обеспокоена. Господин Кудрет отправляет ее в ее комнату, говоря, что снаружи охрана, все дежурят, вы можете спокойно спать, это ваше дело. Цеврия выгоняет Джевдета из комнаты и просит его спать в гостиной. Дилан говорит Мирану, который спит в своей кроватке: «Спи спокойно, мама, я здесь, никто не может подойти к тебе». Когда Берон говорит Дилану: «Давай пойдем спать», Дилан говорит: «Я не хочу спать, мне приятно наблюдать за невинным лицом нашего ребенка». Баран говорит: «Тогда я тоже не буду спать, мне полезно проголодаться». Утром Дилан говорит перед зеркалом: «Все для тебя, сын мой, для нашей семьи». Когда Джевдет злится на Цеврии за то, что она забыла только один раз, они ругаются, говоря, что если бы вы сказали Цеврии, что забыли, я бы не расстроился так сильно. Пока Берон размышляет в своем кабинете, Дилан тайно входит в комнату, думая, что там никого нет. Затем он потрясен, обнаружив перед собой Барана. Баран спрашивает: «Что ты здесь делаешь? Ты собирался пойти в компанию?» Баран садится на диван, потому что он не пошел, и говорит: «Иди и садись». Заметив, что лицо Дилана побледнело, Берон тут же звонит Гизем и просит ее принести Дилану его витамины. Звонит Баран из компании, сейчас он идет на балкон, думая, что это займет много времени. Пока Берон разговаривает по телефону на балконе, Дилан собирается достать из шкафа пистолет, когда звонит дверной звонок и Гизем приносит витамины. Дилан снова открывает шкаф, берет пистолет, прячет его в животе и выходит из комнаты до прибытия Берона. Берон думает, что Дилан ушел, потому что ему кто-то позвонил, и садится за его стол. Поскольку Миран так сильно плачет, Гуль держит его на руках и ищет Дилана в особняке. Берон думает, почему Дилан не вернулся в комнату, и звонит. Но когда Дилан не отвечает, он выходит из комнаты. Гуль идет за ней, и когда она никого не видит в комнате, уходит с балкона. Пока Харун грустно думает, потому что не понимает, о чем думает Ясмин, приходит Ясмин. Когда Харун спрашивает о ситуации дома, а Ясмин говорит, что брат Джевдета спал прошлой ночью в гостиной, Харун расстраивается, говоря: «Не делай этого, ситуация такая ужасная, это все из-за меня». Ясмин говорит, что это не твоя вина, но мы должны что-то сделать. В поисках Дилана Баран и Гуль встречаются в саду. Гуль сообщает Барану, что Дилан доверил мне Мирана и сказал: «У меня есть кое-какие дела, я приду». Он возвращается в комнату, думая, что, возможно, Берон вернулся в свой кабинет. Он снова звонит Дилану и когда открывает шкафчик, чтобы взять пистолет, понимает, что тот ушел. Внезапно он паникует и говорит: «Нет, Дилан, ты не мог этого сделать». Джавахир занимается спортом дома, чтобы улучшить свою физическую форму, и в то же время говорит о том, что больше никогда не проиграет. Тем временем он понимает, что устройство GPS в машине Барана работает. Итак, Баран Карабей решает покинуть особняк и снова начинает заниматься спортом. Дилан приходит к месту, где спрятали Шари, и заставляет охранников войти. Хотя мужчины говорят, что Баран Ага нас уничтожит, не делай этого, тетушка, Дилан входит силой. Когда входит Дилан, один из мужчин говорит: «Давайте быстро сообщим Баран Аге». Дилан противостоит Шаиру и спрашивает, кто чего хотел от моего ребенка. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.